Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube! Сегодня я буду готовить суп с клёцками по-польски. У меня вот такие кусочки курицы. Здесь и бедро, и грудка, и ножки. Суп готовится очень быстро. За 40 минут у вас будет очень сытный и вкусный обед или ужин. Курицу я предварительно помыла. Складываю в кастрюлю. Кастрюля у меня емкостью 3 литра. И заливаю все это водой. Если вы хотите получить наваристый бульон, курица всегда заливается холодной водой и доводится до готовности. А если вы курицу хотите потом или жарить, или запекать, то курицу опускают в кипящую воду. Ставим на огонь и доводим до кипения. Морковь натрем на крупной терке, лук нарезать мелко. Бульон у нас закипел, добавляю 2 лавровых листа, половина морковки, пол луковицы. Здесь у меня перец горошком и душистый перец, совсем немножко, для аромата. И все это на медленном огне тушить до готовности, примерно 30 минут. Укроп нарезать мелко. Наш бульон готов. Курицу я вынимаю и даю ей остыть. Бульон я процеживаю 2 раза. И 2 раз. И опять ставлю на огонь. Немного оливкового масла. Лучше, конечно, обжаривать на растительном масле или сливочном. И сделаем нашу зажарку из лука и морковки. Обжарим до полуготовности, до прозрачности лука и до мягкости моркови. В отдельную миску 1 куриное яйцо, немножко соли и немного муки. Все это хорошо перемешать. Моя бабушка всегда говорила, что это еда бедных людей. Клёцки замешивались на воде или на бульоне. Горячий бульон куриный. От него наше тесто немножко заварится, и тогда у нас клёцки будут мягкими и воздушными. И теперь добавляем муку до нужной консистенции. Тесто должно получиться немного круче, чем на оладике. Туда же немного укропа. Все хорошо перемешать. Готово тесто. Лук с морковью тоже готов. Теперь можно посолить, поперчить по вкусу. Добавлю еще немного воды. Тут уже каждый решает сам для себя. Хочет он погуще или пожиже суп. Определенного количества продуктов также нет. Кто-то любит больше мяса, кто-то любит меньше, кто-то любит, чтобы клёцок было больше. Чайную ложку подготовьте заранее. Смочите ее в этом же бульоне. И выкладываем вот такими небольшими порционными кусочками наши клёцки. Учтите, что они у нас увеличатся в объеме в 2-3 раза. После того, как клёцки у нас всплывут, их надо проварить минут 5-7, больше не надо их варить. Иначе они станут резиновыми. Так готовили в Западной Белоруссии, которая раньше принадлежала Польше. Именно эта местность, откуда родом
моя бабушка. Так она нам готовила в детстве, так готовлю я. Теперь добавим мясо, которое я уже очистила от костей. Все хорошо перемешать, и наш суп по-польски с клёцками готов. Выключаем огонь и отставляем в сторону. Раньше, правда, было поменьше мяса и побольше клёцок. Денег-то особо не было. Этот суп очень хорошо заправить сметаной. Еще немного свежей зелени, у меня это укроп. И наш прекрасный, сытный суп готов. Просто, быстро и вкусно. Клёцки очень мягкие, сочные и воздушные. Спасибо всем за просмотр, приятного аппетита и до новых встреч!